Друзья, всем огромный привет! С вами Ольга, и вы на канале Быстро Рукоделие. Сегодня я покажу вам, как сделать колокольчики из синельной проволоки. Для небольшого колокольчика нам понадобится всего 5 проволочек длиной 30 сантиметров. Для начала начинаем собирать конструкцию, которая будет являться основой нашего колокольчика. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Это будет лучшая благодарность за мой труд. Соединив 4 проволочки вместе, равняем их таким образом, чтобы получился квадрат. Если сторона вашего квадрата будет 3 сантиметра, тогда у вас получится небольшой колокольчик, такой же, как сегодня мы делаем в мастер-классе. Если же сторону квадрата сделать 4-5 сантиметров и больше, колокольчик получится большего размера, но делается он точно так же, как и маленький. Берем пятую проволочку и закрепляем около одного из углов. Укладываем эту проволоку параллельно стороне квадрата, отступив примерно пол сантиметра. Далее берем соседнюю проволочку, которая оказывается сзади за нашей проволокой, которую мы ложили, и продолжаем таким образом работать 3-4 круга. Далее продолжаем плести колокольчик, укладывая проволочку не на 5 мм от проволоки лучика, а на 3. Таким образом колокольчик будет сужаться постепенно. Когда проволочек остается немного, примерно сантиметров 10, начинаем плести так же, как плели в начале, то есть отступая примерно пол сантиметра от проволочки, которая является лучиком. Так мы более быстрыми темпами начнем сужение, а именно это и необходимо нам, учитывая форму колокольчика. Если по итогу какие-то проволочки оказались длиннее остальных, мы их обрезаем и загибаем концы проволоки, прячем внутрь. Колокольчик практически готов. Единственное, что нам нужно сделать, превратить квадратное основание в круглое. Так как проволока достаточно мягкая, делаем это без труда. Мой колокольчик будет висеть на елочке, поэтому я беру нить, продеваю через верхушку колокольчика и завязываю на узелок, чтобы плотно все держалось. Если вам понравился этот мастер-класс, напишите мне об этом в комментариях. Мне важно знать ваше мнение. И до новых встреч. Пока-пока.